28 апреля 2016 год. Амурская область. На космодроме «Восточный» не спят уже вторые сутки. Особое напряжение на стартовом комплексе. А расчет подготовки и пуска готовит первую в истории космодрома ракету. 5 часов 1 минута московского времени. Это долгожданный и очень ответственный момент для тысяч специалистов ракетно-космической отрасли, для тех, кто проектировал и строил космодром, для тех, кто собирал ракету и спутники. Первый пуск с космодрома «Восточный». За ним следит весь мир. Работу ракетчиков транслируют сотни представителей средств массовой информации. На наблюдательной площадке космодрома президент Российской Федерации Владимир Путин. Первый в истории запуск с нового космодрома «Восточный» в Амурской области состоялся. Ракета-носитель «Союз-2.1А» успешно вывела на орбиту 3 научных спутника. Первый пуск космодрома «Восточный», конечно, была отправная точка, после которого космодром смог называться пускающим космодромом. Но это было не только для космодрома «Восточный», это было и в истории новейшей России. Это первый такой объект, который показал ее способность к развитию новых технологий, существованию и продолжению, значит, вот этих научных новых теорий, которые были воплощены на практике. Вадим Шамало, как и Сергей Костарев, несколько лет готовили космодром к первому пуску. Они входили в состав оперативно-технической группы «Цинки», которая обеспечивала монтаж сложнейшего технологического оборудования. И эти несколько лет были очень непростыми. Дальневосточные морозы, сдвиги сроков строительства, параллельный монтаж, взаимодействие со всеми организациями, которые были задействованы в строительстве. Первый опыт такой работы. Но задача была выполнена. Пуск прошел успешно. Сейчас можно смело сказать, первый пуск с «Восточного» для них стал одним из самых важных дел в жизни. Для меня это знаковое событие. Я испытывал радость, когда был проведен первый пуск. Очень большую радость. Мы все испытывали. Весь коллектив был рад. За то, что задача, которая нам поставлена была руководством страны, предприятия, выполнена. Максим Брызгалов на момент первого пуска всего 2 месяца работал на стартовом комплексе «Восточного». Выпускник Московского авиационного института, тогда был лишь стажером расчета системы заправки. Таких, как он, штатных сотрудников космического центра «Восточный» были единицы. Большинство из них выпускники аэрокосмических вузов, которые на практике ничего не знали о пусках. Поэтому их распределили по разным расчетам. Это было очень сложно, волнительно. Это было интересно довольно-таки. И радостно было в тот момент, когда ракета-носитель, она оторвалась и она полетела. То есть все закричали «Ура!». И я находился на тот момент на техническом комплексе по эвакуации 1 час. Было круто. Первый пуск обеспечивали приезжие специалисты совместного расчета подготовки и пуска. Сейчас на «Восточном» полностью сформирован свой расчет. Максим за 5 лет прошел серьезную школу. Сначала стал самостоятельным номером расчета, следующие 3 пусковые кампании был начальником расчета. Сейчас уже 3-й пуск проходит стажировку в качестве руководителя работ на стартовом комплексе. После получения допуска к самостоятельной работе именно он будет отвечать за подготовку всего стартового комплекса к пуску. За 5 лет у нас сейчас, если в тот момент, как я уже сказал, было 30 человек, сейчас у нас уже порядка 170 человек. В общем, основной состав совместного расчета сейчас это представляет сотрудники космического центра «Восточный». На данную пусковую кампанию у нас всего приглашено сюда со стороны с НИИСК, с филиала «Цинки», всего лишь 8 человек. Все остальное выполняют своими силами. Сейчас специалисты расчета подготовки и пуска космического центра «Восточный» самостоятельно заправляют разгонные блоки, космические аппараты, готовят ракеты, выполняют полный цикл работ на стартовом и техническом комплексах. Они входят в состав совместных расчетов и обеспечивают пуски легендарного Байконура и космодрома Куру во французской Гвиане. Коллектив сформирован полностью, развивается и растет и сам космодром. Многое изменилось и в техническом плане. Происходит дооборудование, мы на месте не стоим. У нас уже происходит дооборудование технического комплекса под ракетоноситель «Ангара». Работа идет полным ходом. Для нового пилотируемого аппарата «Орел» уже строится барокамера в складе блоков. Стартовый комплекс с космодрома «Восточный» для ракет-носителей «Союз-2» работает в штатном режиме. Наземная космическая инфраструктура самого современного космодрома России уже успешно обеспечила 8 пусков ракет-носителей «Союз-2». Сейчас на «Восточном» идет строительство второго стартового комплекса – космического ракетного комплекса «Ангара». Первый пуск ракеты тяжелого класса запланирован на 2023 год.